Герой этого выпуска Дима Малахов тренируется почти 12 лет. Он прошел путь от воркаут-чемпиона в разных номинациях до циркового артиста и уже объездил около 20 стран. Атлет способен около 20 раз подтянуться на одной руке без веса и 3 раза плюс 24 килограмма. Также он чемпион по стритлифтингу в своей весовой категории до 65 килограмм. А во флаге он отжимается 28 раз. Мы связались с Димой для создания этого сюжета. Давайте же узнаем, как атлет тренируется и какие личные рекорды на данный момент. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Рост у Димы 1,70 м, а вес 61 килограмм. С детства он любил подтягивания и отжимания, а со временем пристрастился к изучению балансов на руках. Параллельно с этим стали попадаться в соцсетях видео дворовых спортсменов на турниках. Еще смотрел ролики гимнастов. Как раз в те годы в СНГ начал развиваться и популяризироваться воркаут, проводиться первые мероприятия. В плане калистеники атлет еще и наблюдал за роликами Зефа Закавелли и в целом команды Barbarians. Думаю, это частично и повлияло на большой интерес Димы к базовым упражнениям. Также он выгружал несколько роликов на YouTube, где показывал, как тренируют базовые сеты в стиле Barbarians. Если брать отечественных воркаутеров, то наш герой равнялся на Женю Кочергу, Диму Кузнецова, Евгения Козыря и Ника Анисимова. Первый год занятий Дима усиленно занимался в основном базой, подтягивания, отжимания, выходы. И тренировки не выглядели как сейчас. Раньше он мог на протяжении дня делать те упражнения, которые хотелось тренировать в данный момент. А сейчас атлет пришел к тому, что все же нужен режим в тренировках, определенная дисциплина и нужно правильно балансировать нагрузку, обязательно тщательно делать разминку. Дима сам из Кременчуга. Раньше они снимали совместные ролики тренировок с Дэнни Монтана. Эта площадка самодельная, строил человек, которому уже около 50 лет. Своими руками все приваривал и наводил тут порядок. Вспомнил, когда я жил в небольшом поселке, мы с ребятами тоже строили себе площадку, ведь на районе ничего толкового не было. Когда я в первые годы занимался дома, у меня был настенный турник, кольца и куча всякого спортивного инвентаря, включая гири, гантели. Если вдруг тебе домой нужен качественный воркаут-инвентарь по доступным ценам на любой вкус, то заглядывай в описание ролика. Из недавних личных рекордов Димы, которые мы можем увидеть на видео, это подтягивание на одной руке на 18 повторений. Если брать прошлые соревнования и самый удачный победный год, то это был 2015. Тогда Дима выиграл все, где участвовал. Это был и SLS Cup в Киеве. Для тех, кто не в теме, это воркаут шестиборье, наверное, одно из самых сложных соревнований в нашем спорте. Ведь там участник сначала выполняет фристайл, затем делает 5 базовых движений. Отжимания на брусьях и подтягивания с дополнительным весом, с разделением на весовые категории. Выходы на 2 с лентой 55 см перед турником, печатная машинка и уголок на брусьях. Баллы суммируются и определяется победитель. Еще среди побед тогда был чемпионат Украины, 3 первых места. Дима победил во фристайле, сделал больше всех подтягивания на одной руке и первое место взял в стритлифтинге до 65 кг. А именно турник плюс 80 и брусья плюс 105 кг. При собственном весе 61. Атлет старался выступать на всех соревнованиях сразу, в нескольких дисциплинах. И выходы на 2, и подтягивания на одной руке, и на брусьях с весом. Когда Дима готовился к выступлениям на соревнованиях в нескольких номинациях, то он всегда выделял что-то главное на конкретной тренировке. Будь то подтягивание на одной или же база с весом. Что было важнее, то он и выполнял в начале на свежие силы. Ну а потом уже выполнял остальную программу по элементам или же добивался базой. Помню его выступление в 2015 на чемпионате Украины. Дима всегда выступал чисто в силовом стиле. Подтягивался на одной с гирей, отжимался во флажке, делал выход ангела и прочие силовые элементы. Даже сейчас, спустя годы, это смотрится очень круто. По поводу построения своих тренировок во время подготовки к соревнованиям, Дима ответил кратко. Всегда пытался выкладываться на полную. Перед соревнованиями по фристайлу между выполнением элементов практически не отдыхал, нарабатывал силовую выносливость. Объединял все это в комбинации, которые выполнял как можно дольше, не сходя с перекладины или брусьев. Так у него получалось на протяжении примерно 10 минут переходить от одного снаряда к другому без перерыва, а дальше давал 5 минут отдыха.
И так могло длиться на протяжении часа-полтора в период подготовки к фристайлу. Если брать вариативность тренировок, то Дима менял много моментов. Количество тренировочных дней базы, элементов, делал их в разные или в один день. На данный момент Дима занимается 5-6 раз в неделю, примерно по 4-5 часов. Не забываем, что тренировки – это сейчас его работа. У него есть план занятий на неделю, но всегда прислушивается к организму. Если чувствует, что тело не восстановилось полностью, то может провести более легкую тренировку и разнообразить нагрузку тем, что обычно делает сейчас редко. Например, пройтись в лесенке на турнике или брусьях, или походить на руках. Кому интересно, как именно Дима тренирует стритлифтинг, я писал это в телеграм-канале Владарович. Там же я и оставлю 2 видео с тренировками Димы по подтягиваниям на одной руке и базовую тренировку с весом тела. Заглядывай по ссылке в описании. Основной акцент в тренировках у Димы ставился на подтягивания на одной и элементах, а в конце занятий добавлял подтягивания и брусья с дополнительным весом. Если была отдельная тренировка базы, то в этот день ничего больше не делал, а на следующий день брал выходной. Если оценивать максимальные показатели в общей физподготовке, то это турник без веса на 50 повторений, брусья 100 раз и от пола 150. Выходы на 2 в чистой технике выполнял на 24 повторения. Отжимается в стойке без стены на 47 повторений. Делает это движение почти на каждой тренировке. Как обычные, так и с небольшим дополнительным весом. Атлет считает, что это помогает повысить количество повторений. Рекомендации по тренировкам с весом тела. Каждый подход Дима делает на максимум и отдыхает между ними не менее 7 минут. При такой нагрузке, если брать дополнительный вес на пояс и выполнять на количество, то тут атлет уже ограничивается не более 5 подходами, чтобы не перегружать мышцы, не было перетренированности или же травмы. Касательно изучения новых элементов статики, тут Дима считает, что база важна практически во всем. А в некоторых элементах полезно еще и выполнять подкачку мышц со свободными весами в зале. Всегда начинает не торопясь, уделяет внимание оттачиванию техники. В любом деле, будь то тренировки или любая другая активность, добивается результата тот, кто с умом подходит к каждой задаче. Например, я по утрам или в свободное время уделяю пару минут в день бесплатным упражнениям в телефоне на развитие скорости реакции, памяти и внимательности. Что это за упражнения и как их найти, смотри в описании к видео. Если брать по личным рекордам Димы, то это выход принца на 8 повторений и 28 отжиманий во флаге. Перед тем, как начинать выступать цирковым акробатом, Дима тренировался по 3 раза в день. Атлет прошел кастинг цирковых артистов в Киеве, и ему предложили контракт на круизном лайнере. За время своих выступлений Малахов успел побывать во Франции, Нидерландах, Германии, Бельгии, Норвегии и еще в 12 странах. Поскольку Дима много путешествовал и выступал перед разной публикой, я задал ему вопрос, как же ему удается бороться с волнением перед выступлением на аудиторию. Атлет ответил, что у него изначально не было такой проблемы и комфортно чувствует себя, когда к нему прикован взгляд других. Видимо, поэтому он так быстро влился в цирковые выступления. Во время тренировок своих номеров Дима уделял много времени балансам. Для изучения стойки на одной советуют изначально убрать все прогибы в стойке на 2 руках. Научиться выталкивать себя в плечах и держаться в таком положении. После этого уже переносить вес на 1 руку. В будущем Дима намерен побить рекорд Гиннесса в подтягиваниях на одной руке, который сейчас 22 повторения. Дима делает 18 и почти дотягивал 19 раз. С дополнительными весами 16 кг на одной руке Малахов делал 8 повторений, а с плюс 24 кг на 3 раза. Подтягивания на одной руке он тренирует 2 раза в неделю на максимальное количество подходов и повторений на протяжении часа. Ну а я напомню, что на этом канале Владарович ты найдешь регулярные выпуски на тему спорта. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Дима выполняет горизонт и фулл планш на пальцах. Говорит, что примерно полгода укреплял их отжиманиями, держал планку на пальцах и постепенно убирал пальцы, увеличивая время такого удержания. Сейчас соревнования по воркауту отошли у Димы на второй план, ведь его работа – это акробатические номера. Тем не менее, Дима ежегодно участвует на чемпионате мира по воркаут-рекордам и стритлифтингу в Киеве и занимает первые места в своих номинациях.
По восстановлению и времени сна парень уделяет этому от 8 до 9 часов. Поскольку Дима профессиональный атлет с повышенными физнагрузками, он не может пренебрегать восстановлением. Кушает 4-5 приемов пищи в день и старается пить побольше воды. Нужно знать меру любым продуктам, и тогда ограничений особых не будет. Для улучшения восстановления и профилактики травм используют различные спортивные добавки. Желания бросить тренировки за почти 12 лет занятий у Димы никогда не было, а максимальный перерыв от занятий был около 10 дней. Считает, что воркаут – это неотъемлемая часть его жизни, а теперь это и работа. Касательно работы скажу, что этим может стать и твой YouTube канал. Можно делать видео и развиваться в том, что тебе интересно. Ну, а если кто-то из зрителей уже начинающий ютубер и нужна помощь в развитии своего канала, то напишите мне, соцсети в описании, помогу с консультацией. По спортивным травмам Дима говорит так: они были, есть и, к сожалению, будут. И дело тут, как он считает, не в повышенной нагрузке от элементов, а в недостаточной разминке перед их выполнением. У него есть воспаление связок в плече и в локте. Вывод из этого таков: если чувствуешь, что на тренировке потянул связку, то не стоит продолжать ее. И не доводить себя до более серьезной травмы, вовремя умея остановиться. Но в целом Дима говорит, что ему, как и другим, ничего просто так не дается. И нужно хорошо поработать и иметь терпение. Насчет тренировок лучше сделать меньше, но качественней, а результат будет виден потом. Также советуют не забывать о разминке и отдыхе. Ну и уметь вовремя остановиться. Если вдруг почувствовали, что травмировались, даже немного, то лучше пойти домой, и чтобы не усугублять. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Напиши в комментариях, как тебе этот сюжет. А следующее видео уже через неделю с Андреем Александровым. Моя мотивация делать подобные сюжеты – это твоя реакция. Поэтому ставь лайк под видео и жду нажатый колокольчик на пункт «Все уведомления». А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Разбуди в себе атлета.